И вот буквально в 90-м году опять я стал секретарем парткома старой прядельной фабрики. А потом меня уже по желанию многих людей, коммунистов с Балтийца, с Кренгольма, самый тяжелый момент, когда заканчивался, можно сказать, уже период руководства всем хозяйством партии, меня выдвинули на должность второго секретаря Нарвского городского комитета партии. Многие отказывались, соглашались, но поскольку у меня жизнь проходила вот в этой вот кипучей жизни, я согласился. Можно сказать, я даже две недели городом руководил, как раз в момент ГКЧП. ГКЧП это было такое, что ли, испытание для всех. И могу только такой эпизод привести. Утром 19 августа радио передает обращение к советскому народу, что нужно все-таки не допустить распада великого государства, нужно все-таки найти общий язык и продолжить жизнь совместную, потому что это в перспективе. Вот. Но никто ничего не знает, никто никакой информации, кроме сообщения радио и телевидения, не имеет. В горкоме телефоны красные от звонков, все говорят, надо поддержать. Очень многие звонят и говорят, как можно погасить задолженность по партийным взносам. Я могу ответить, что очень много эстонцев в тот момент погасили задолженность. А был у нас один такой товарищ или господин, он звонит и говорит, Юрий, ну ты все-таки посодействуешь, чтобы если опять будут в Сибирь отправлять, меня не отправили. Я же не враг, я только гласность люблю и свои отстаиваю взгляды. Но в тот момент, безусловно, надо какое-то было решение принимать. Было решение работать, потому что город промышленный, людям надо заработать, на что-то жить, а в государстве не хватало тканей, не хватало там приборов, машин, стройки надо было вести. И мы решили в Нарве, что мы будем, несмотря на это ГКЧП, работать. Никаких забастовок, никаких остановок. И, в общем-то, мы заняли совершенно правильную позицию, потому что для нас это прошло довольно-таки спокойно. Но вот журналисты, можно сказать, они гонялись за жареным в тот момент, ну такой исторический момент. И когда я выходил с совещания, которое я вел в исполкоме, меня такая журналистка из Катя Москаленко спрашивает, Юрий Александрович, ну что вот вы, как вы относитесь? Я говорю, вы знаете, обращение к советскому народу я полностью поддерживаю, но то, что делается, я никак не пойму. И она написала в газете, значит, Юрий Мишин сказал, что диагноз поставлен правильный, но вот методы лечения его не устраивают. Так это сегодня осталось за кадром. Ну а дальше жизнь покатилась уже в совершенно новых условиях, в совершенно новом государстве, с другими законами. Но возможность помогать людям я никогда не прерывал. Самое странное, что в 1991 году вроде как бывший партийный работник, партию распустил господин Сависар, а меня избирают депутатом Нарвского горсовета. Я с этих позиций начал работать с избирателями, собирал их регулярно, им рассказывал, какие вопросы на сессии и как они считают, надо мне проголосовать, за что мне биться. В тот момент мне помогли друзья по спорту, потому что вообще у меня и семейная традиция – это спорт. Брат из Нижнего Новгорода, Алексей Мишин, он играл за Горьковское торпедо, потом играл тренером, играющим был в Германии. И, в общем-то, я был председателем Федерации хоккея города. И в 1991 году меня пригласили стать начальником Нарвской хоккейной профессиональной команды. Вот более года мы работали, начали строительство того стадиона, на котором сейчас играем. И команда пошла вверх. Удивительно, но в тот момент она занимала первые позиции на первенстве Советского Союза, еще которое тогда проводилось. И, в общем-то, конечно, наверное, не всем было комфортно, что Эстония продолжает играть в первенстве Советского Союза. Наша команда постепенно была оттуда отлучена, то есть исчезли спонсоры, было трудно. И в тот момент как раз был принят первый вариант закона
о гражданстве и в России, и в Эстонии. И у людей встал вопрос, какое гражданство принимать. Но у меня, в принципе, выбор очень был свободный, поскольку мама гражданка Эстонии, она передала мне гражданство Эстонии с рождением в Нарве, да, и это не прерывалось. С другой стороны, Россия провозгласила себя правопреемницей Советского Союза. Как я должен был поступить? И вот в 1992 году я написал заявление такого содержания. Прошу считать меня гражданином России как правопреемницы Советского Союза. Это заявление так и лежит где-то в архивах МИДа. И с 1992 года я стал гражданином России. Одновременно бывший отец Сергий, бывший наш настоятель Воскресенского собора, отец Сергий Иванников, был приглашен на собрание норвитян, где мы говорили, как принимать российское гражданство, поскольку большинство не имели возможности эстонское взять. И в тот момент его благословление очевидно сыграло роль. Потому что вот 17 лет у нас работает Союз российских граждан, я являюсь его председателем, мы помогали людям принимать гражданство. И вот это вот до сегодняшнего дня основная, наверное, задача – помочь людям определиться, помочь людям знать законы Эстонии, знать законы России. И вот это, наверное, мое кредо. Ну и последнее, что могу сказать, чтобы подвести черту вот под своими биографическими данными, там, под своей работой, которую имел. Я скажу сейчас парадоксальную мысль. Я мечтаю о том, когда никому не буду нужен. А это что значит? Это то, что мне нет покоя никогда, потому что я постоянно встречаю у людей вопросы, я вникаю в их ситуацию, даже пропускаю через себя и стараюсь помочь. Ищу варианты. Иногда даже варианты, которые где-то на грани закона, но эти варианты, они помогут людям преодолеть свои трудности. И вот пока еще таких проблем очень много, я не ожидаю даже, что не буду нужен. А все-таки хочется. Отработал 8 часов, пришел и занялся своим любимым делом. Но у меня самое любимое дело, оно, правда, летнее, это дайвинг. Это подводное плавание, подводная охота. Дальше, вот мне нравятся фото-телесъемки. Кроме того, я очень увлечен в свое время был сбором марок. Теперь, значит, я занимался в парашютном кружке. Меня очень интересуют походы, я везде обошел, имею 3-й разряд по альпинизму. Ну что еще сказать? Но буквально на это не хватает времени. Ну что же, спасибо вам, Юрий Александрович, за столь интересный рассказ. Камин наш догорает, время наше подходит к концу. Я надеюсь, что мы еще не раз вас услышим ваше мнение о насущных вопросах, которые интересуют всех нас. Поделимся опытом. И мы желаем вам, прежде всего, конечно, здоровья, терпения и много-много сил в вашей работе, потому что она, время это уже показало, очень нам всем нужна.